Да. Побегушки ссори продолжаются. Ой. Что такое быстрый доступ? Это еще что такое? Это что-то интересное и опасное. Ну, вот не буду сказать. Девять часов я, короче, тут, по-моему, это с Ори. А первую я прошел за сколько? За 15-20? Мне кажется, я на этой больше часов сижу. Гораздо больше. То есть это из-за высокого уровня сложности. Да. Я немножечко жалею, что выбрал высокий уровень. Наверное, не стоило. Наверное, слишком высокий. Чувствуется жестянка. Ой, это все еще тут этот неприятный темный уровень. Вряд ли кто-то назовет его любимым. Сквозь заросли найдите глаза лес. Эх. Что сразу можно было улучшить, наверное, это понять, через какой из них идти, потому что непонятно, слишком много развилок. Ой, все уже обрушится. Но у меня есть лайфхак. Нет, я, конечно, понимаю, что после Хитмана, возможно, небольшие зависания будут, потому что ноут в шоке. Но не настолько же. Там еще. Я знаю, что можно назад, но надо ли вперед идти? В чем вопрос? Что-то я вот с прошлого раза все позабыл. Странно. Я забыл вообще, как играть в Воре. Такой фонарь, от которого можно оттолкнуться, интересно. Ой, как жестко. Интересно, тоже подверглась уровню сложности. Это похоже на фонарь. Тут какой-то клавишей можно было. А, вот он. Всё. Клавиша F. Хорошая клавиша. Пригожинская. Зависательная. О, господи. Да, ФПС это жестко. Опа. Я что-то нашел. Это что-то прикольное. Или что это вообще такое? А, это гонка. Ух, гонки это тяжело. Не получалось. В бок вообще непонятно, как идти. Наверное, надо было вверх. Хотя хочется попасть тоже. Может, вот это? Какие же лаги. Ой, какие звуки. О, это просто ужас. Да. Эх. Но я был на правильном пути.
О, как я круто прям справился с этой задачей. О, вот сейчас я и пройду. Отлично. А я думал, как пройти? Масло масляное. Да. Опа, прыгушки веселые. Давай, давай. Ой, осторожно, осторожно. Будем летать на перья. С лагами. Палагушки с Ори. Палагушки. Новое слово. Новая способность. О. Вы сдуваете объекты ветром. А, понятно. На Q давай. Нет, на Q. Это на мышку, это на Q. Ничего не хочешь назначать? Да ты чё? Только стрела, до свидания. Здравствуй, вспышка, да? Чё за вспышка? О, имбища. Хотя стоп, что-то она тратит многовато. Стоп, X. X теперь вспышка? Я же назначал на... На что я назначал? Тогда это E. А, Z, X, C. E это оказывается еще X. Вдвойне. Интересно. А, у меня не так было. Сейчас. Ты была иксом, ты будешь зетиной. Может, ты развищнешь, нет? Упс. Тоже другого. Так просто. На халяву дали, считай. Огромный. Я потратил кучу энергии. У меня мало чего осталось. А, это да. Ну давай. Упс, нет, Ори. Плохо, Ори. Можно вниз пойти. Вниз, давай. Опа, прикол. Ну вот там какая-то это дополнительное задание.
Заданяшечка. О, нет. Ой, все плохо. Ой, все здесь сюда. О, все нормально? Жутковато. Знаешь, а я не хочу. О, нет. Я не успела способность активировать. Сохранялки не было, серьезно. Вообще пофиг, да, на все. Вот, то, что не дали сохраняться в любой момент, это худшее изменение просто, ну вот объективно. Это единственное, что просто раздражает. Я даже скажу, это просто ужаснейшее решение, которое они могли придумать. Система сохранений. Все остальное хорошо, но это... Нет ничего хуже, чем проходить все заново там, где можно этого избежать. Если это сделано для хардкорщиков, то пофиг на них, на хардкорщиков. Хардкорщиков меньшинство. Во, сохранялка. Да вы чё? О нет, о да. О нет. Ой, паштет, багет, да вы серьезно. И сейчас снова не смогу. О, смог. Опа. О, осколок духов. Такого еще не было. А, это, наверное, способность. Пока непонятно. Духовный свет, я забыл, что это. Это очки опыта. А, да. То это нужно. Угу. Точно. Приточно. Шикарно точно. Тут я все исследовал, получается. А вот была гонка. На гонку хочется тоже. Уже будут ништяки. О нет. Как? Заново? То есть вы дали улучшение и не сохранились? То есть вам настолько жалко, да? Я просто воспринимаю это как личное оскорбление, вот личное.
Я заплатил за игру, я хочу, чтобы были сохранения. Почаще. Сейчас надо срочно туда идти. Так. Нет! О, нет, нет! Ой, фиг. И вот как сейчас, как выпутаться из этой ситуации отстоечной? Это просто ужасная ситуация. О! Я выпутался. Как это непонятно. Наверх так. О, нет. Как же я их ненавижу, как же. Это все. Это смерть, как обычно. О, повезло. Повезло. Как-то. Да, лечиться. Опа. Штукенцы. Как же набраться до штуки? Так надо. Пум-пум-пум. Ой. Видимо, наверх надо идти по другой дороге, да? Наверное. Ладно. Наверху чё? Опа, повезло. Круто. Почувствовал себя мастером платформинга. Стоп. Здесь можно начать гонку, конечно. А где начать? А, это финиш гонки, а где старт? А, вон старт. Господи, я все перепутал. Ну ладно, хотя посмотрю трассу какая. Трасса вот такая, да? Наверх вроде как не подняться. Да, что-то время. Только пойдем на старт. Гадки. Куда? Туда. Ой, я ошибся, сори, ошибся. Сохранка, ура. Есть. Итак, гонка. По всем этим штукам, ну тут вроде просто. Туда. Поскакали по этим штукам. Да вроде легко. Правда, вот эти синие, они могут притормозить при неумении. Но там тень будет, она подскажет. Еще и ладно, шикарно.
должна быть приятная гонка. Да я же прыгал. Я прыгал. Черт. Как он быстрее меня. Это что, тоже во время идет? Я думал, это останавливает время. Черт, вы прикалываетесь, что ли? Сделаю дэш. Это что, идет учет времени? Пока я там сижу и... А как он не понял? Она же препятствием служит. Черт. Почти обставил тень. Опа, вот это кратчайший мегапуть я придумал. Вау, я мега быстрый, нифига себе я быстрый. Я быстрее помидора. Нифига себе. О! Вау. Я аж на целых 5 секунд его обставил, даже не понял, что произошло. Я нажимал на пробел и shift, и на F, не думая, и получил прикол. Вообще. Ахаха. Все, я крутой. Как там наверх забраться? Ой, все очень плохо. А, ну да. Комаров легко теперь стало. Тысяч. Наверх. Нет, я пропустил уже свой наверх. Давайте-ка еще. Будем ориться. Не понял. Пока ты способность не открыл, типа нельзя пройти сюда. Наверное. Ой, не тут, не так. Правильно. Сначала можно подлечиться, а уж потом фигню строить. Тысяч. Полетели. Сбор лома.
Сохранялка, ура. Но эта локация уже начинает не так сильно давить на нервы. С подсветкой. Давно бы так. Мне кажется, тут уже был. А, ну конечно я был. Давай сюда. Осветлялку. Это еще что за жестянство? Ой, кошмар. Правильно, да? Надо собирать штуки, иначе кукушки потом. Пока получается. Веселенько так. Меня даже не бомбит. Меня не бомбит уже 5 минут. Это хорошо. Ау! Поскакушки. Сохранялку плеснул. О, как по заказу. Я не забрал фигни тень. Я хочу фигни тень. Упс. Начинает бомбить с монстров. Не понял. Конечно, по мне попало. Разумеется. И уж кто не сомневался. Давай, добивай меня. Конечно, не попало. Конечно, убила. Начинает бомбить. И конечно же все заново. Ну, потому что убил ты монстра. Ну, убей его еще 200 раз. Ты же его уже убил. Че, не может здесь еще раз убить? Пусть тебя тьма убьет. Это же нормально. Еще раз тьма пусть убьет. Господи. Наконец-то. Нет. И конечно же все заново мочить этих монстров. Потому что нам абсолютно плевать на игроков. Потому что мочи всех заново. Сами всех заново мочите. Я уже 2 раза победил. Почему я должен еще раз? Почему еще раз и еще раз я должен?
первой части можно было. Победил монстра, сохранился, умер. Монстр не нужно заново. Я занижу оценку. Это невозможно. Вторая часть хуже. Только из-за системы сохранений. Будьте они прокляты со своей системой сохранения. Никакого уважения к игроку. Конечно, давайте еще раз убьем их, потому что уже было. Давайте еще раз. Да. Отлично. Только фишка-то в том, что я уже с ними разобрался. Все, сохраняйте меня. Отвратительно. Еще среагировать на это невозможно. Конечно же, каждый раз я должен заново. Каждый раз. Отвратительная система сохранений. Просто они всю игру испортили этой системой. Конечно. Давайте еще раз. Я же его уже 3 раза убила. Давайте 203. Да. Сейчас опять попробуем. Отличный план. Только не в колья, спасибо, и давайте заново. Они все испортили. Это с тупой системой сохранения все испортили. Они всю игру. Это просто теперь не доставляет никакого удовольствия. Как так можно вообще было сделать? У вас же была первая часть с нормальными сохранениями. Ну была же. Ну зачем вы начали все испортить? Игра-то замечательная, блин. Вот все, что нужно было сделать, это оставить систему сохранения из первой части. Все. Не надо было ничего трогать. Вы чего наделали? Господи. Ничего не понимают. Может, они потом сделают уже нормальную. Может, мне надо добраться до какого-то момента, чтобы сохранения были. Надо отдохнуть, собраться с мыслью, потому что я не могу. Это просто ужас. Это деморализует. Везде, в всех играх нормальное сохранение, кроме вот здесь. Сделали мне... Блин, Hollow Knight. Я не хотел Hollow Knight. Они сделали Hollow Knight. Я еще несколько раз попробую разобраться с этими монстрами. Это, наверное, путь назад, мне все равно по нему идти. Хотя нет.
Стоп. Так, собраться полностью. Черт, надо было так сразу сделать. Конечно, я умер. Конечно. Вот зачем я поставил этот высокий уровень сложности? Вот кто меня тянул, блин? Кто меня тянул поставить его? Он слишком сложный. Да, конечно, она пульнет в меня, и, конечно, я сейчас умру из-за этого. Надо собрать штуку срочно. Все. Пожалуйста, не надо, чтобы я умер снова. Я не переживу. Я так не ныл в первой части, клянусь, не ныл. Я ныл чуть-чуть, но не настолько. Если сейчас здесь не будет сохранялки, я убьюсь. Предмет для задания. Прикол. Спасибо. Тысяч. О! Шорткат, Но надо идти назад, да? Так, стоп, злиться или не злиться? Так, срочно, подумай. Если ты все равно пойдешь через этот назад, или ты пойдешь не через него? Нет, я скорее всего не пойду через него назад. Не пойду. Нет, пойду, черт. Заново! Будь все это проклято! Я вас ненавижу за вашу систему сохранения! Какой же фигня! У меня нет слов! Господи, почему я должен из раза в раз бить от неходящих монстров, которых я победил уже 200 раз? Это просто отвратительно! И потом еще и помереть в этой тьме! Можешь начать всю игру заново, такой. Очень полезный совет. Спасибо. Все, я ставлю второй части 0 из 10. 0. Как угробить идеальную игру? Сделать дебилинскую систему сохранений. Просто уникальный реликт отстоечной системы. Это просто бред. Вы просто все вот нафига? Я не знаю. Я не хочу ее дропать, совсем не хочу. Мне игра нравится. Мне не нравится только система сохранения отстоечная, тупая, невозможная. Все проклято, будь это все проклято. Что там произошло? Какой-то звук был непонятный. А, у меня села батарейка, у этого Ори села батарейка. Ну, все.
надо как-то смириться. Только где взять силы? Надо как-то изменить отношения. Надо как anxious. Его не бесит ничего. Вот он умирает, а ему пофиг. Я не могу. Как это изменить? Вот что нужно сделать? Надо какое-то самовнушение прописать себе или что? Как не беситься? Ну, может, у него спросить. Возможно, да. Спрошу. Мне кажется, это просто, типа, особенность характера, а не какой-то лайфхак, который можно применить на себе. Типа, у тебя такой темперамент. Ну, хотя я думал, что всегда мне, что я флегматик. Вот. Но вот это одна из слабостей. Ну, хотя... Один удар, и я помер. О, я не помню. А сохранялка будет? Сохранялка. Ух. Ладно, возможно, все и не так плохо. Возможно, я уже пережил этот момент. Этого кризиса. Все дальше все пойдет с норм. Так, будем верить в лучшее. Поверил. Так. Надо как-то наверх подняться. Понятно. А, тут уже восстановилась фигня. Сначала на эту штуковину, потом на тысяч и на эту штуковину. Опа. Нет. Ой, Ори. Мы справимся, Ори. Только не падай в колье. Справимся. Да. Ой. Все-таки нужна была подсветка. Что-то немного заставляю тебя энергии тратить. А если кончится свет? Сохранялка? Ура! Вот почище надо делать сохранялки. Это типа я к телепорту подошел. Ой, это так круто. Только теперь нужно синие кристаллы. Где бы их взять? О, у телепорта можно взять синий кристалл. Ой, все идет по плану. Идеально. Ой, фонтан. Все восстановится, ура. Азаза. И сохранено. Ой, радость. Всего лишь нужна сохранена. Ага, а как ее достать? Видимо, нужен лук. А этот лук надо переключать, не хочется. Нет, это ладно. Ты сам виноват. Что там будет? Давайте какой-нибудь босса уже. Я готов, мне кажется. Смешно.
Странная походка. Он типа не горбится. Ой, что-то страшное. Какой-то паук. Вообще-то тут какая-то жесть. Судя по лагам. Неоновая подсветка. Всегда хорошо смотрится. Сейчас резко выпрыгнет. Пау! Огроменный паук. Такой тыщ. Резко давай упрыгивай. Так, и такой. Ну ладно. Не резко. Да, это было впечатляюще. Да. Сейчас будут побегушки. Похоже на то. Это босс! Вот. Конечно, не будет сильно бомбить, да? Конечно, да. Ну да, как бы. Ой, его можно перепрыгнуть. Ой. Ладно. Рано радуюсь, да? Лютые? Ты считаешь, что они лютые? Меня это пугает. Я просто хочу подлечиться. Чё? Отлично, все топ, конечно. Нельзя. Хотя бы веселый. Хотя бы интуитивно вроде понятно, что делать. Просто не позитивируюсь. Уворачиваюсь. Ой. Вот зачем я прыгнул в бошку? Вот зачем? Да, блин. Сложно понять, в какую надо момент бить. Норм дамага, да что-то не норм совсем. Как-то маловато.
жадничать. Чё так мало урона? Я так могу 200 лет его мочить. Я еще не умер, паразит. Надо постоянно подлечиваться. Ну вот, попал все равно. Да, конечно. Да, блин. Вся лечилка на смарку. Да слишком мало урона, я так буду полчаса биться, а то и больше. Только не говорите, что у него будет вторая фаза, третья. Серьезно? Да. Сохранение? Пожалуйста, сохранение. Что за жесть? Это что за бредятина? Это, конечно, мега эпично, но, блин. Они будут защищаться. И как этого избежать, я не понял. Как избежать этого? Я надеюсь, они, ну, сохранили на второй фазе, да? Нет? Вы что, прикалываетесь? Испытание? А если я покину испытание, ну все, ну, до свидания. Могу дальше идти? Это что такая за атака, которая покрывает половину экрана и которую, ну, весь экран, и которую не избежать никак? Насколько я помню, в Hollow Knight был такой дэш, который проходит сквозь невидимый барьер, и ты... А тут дэш, я что-то не уверен, что проходит сквозь барьер. Он не проходит. Там ничего не сделаешь. Да блин. Тут можно подлечиться без тебя? Да, убивай уже. Быстрее убивай. Давай. Непредсказуемо. Как узнать? У прошлых боссов были хотя бы паттерны, которые можно было увидеть и понять, что они делают. Тут я не понимаю. Ладно, она поднимается вверх, она просто бьет. Вот это Юрия гибельно совершенно. И каждый раз, когда ты лечишься, она начинает бить его туда. Как тут лечиться, если нельзя лечиться? Так, ладно, надо перестать ныть. Да что ж ты будешь делать?
С самой первой секунды нанеси урон. С самой первой секунды. Я ничего не понимаю, что происходит. Абсолютно непредсказуемый паттерн какой-то. Да, конечно же, на первой секунде. Да чёрт. Есть паттерн атак или нет? Господи. Да блин. Почему все так сложно? Может, надо вот эту штуку? Вот. Это даже не слышно, это слишком банально. Это хоть что? Как этого избежать? Это было нереагибельно. Это тоже. Каждый раз, когда я туда падаю, это было не избежать. И этого тоже. И этого. И этого. И этого. И этого. Надеюсь, что это самое сложное босс в игре. Дай полечиться. Так мало нанес. Надо, короче, активировать выпадение. Конец. Это конец. Конечно. Ладно. Лучше надо, я включу эту штуку. Затяжку включу. А умер. Отлично. Отлично, я умер. Давайте заново. Фигня. Тихо. Нереагибельно. Невозможно. Бредятина.
Отвратительно. Вот этому боссу нужно было подрезать урона, вот полоску здоровья раза в 4. Черт, сам да-да-да, отлично. Полечился, называется. Кошмар, кондиция. Убийство в Крыму. Все равно задело. Да дай полечиться. Вот только вот эта лечилка синяя спасает, и больше ничего. Они хоть додумались его сделать. Да блин, я просто пытался перепрыгнуть и в итоге потерял все здоровье. Идите нафиг. Стоп, это что, по-любому придется пройти? Что? Я думал, это можно пропустить. Зачем я послушал? Зачем я выбрал высокий уровень сложности? Больше никогда не буду выбирать высокий уровень сложности. Никогда. Никогда. Буду выбирать легкий. То если пройду на легком, мне покажется слишком легко, тогда выберу средний. Все. Они даже не сохраняют его на второй фазе. На второй фазе могли бы сохранку сделать. Сколько я должен проходить? Неделями? Неделями? Появилась какая-то уже щит. Даже здесь получил. Да. Как она там могла нанести урон, когда я был на потолке? Да я же дэшнулся.
Это вот так вот. На букву F. Нет, нельзя. Вот, стоп. А когда он наверху и ты вверху, то что стоит играть? Так. Дай будет сейчас. Он поднимается наверх вместе с тобой. У тебя нет способа быстро вниз опуститься. И ты до сих пор какое-то незначительное число урона незначительно. Вот такие случаи просто ужасно. Вот это вот наносит просто ужасно. Конечно. Внизу то безопаснее, чем наверху. Отлично. Это отвратительно. Даже вблизи ты бьешь его, он наносит урон. Лечишься, он наносит урон. Да как на это реагировать? Вы сделали рандомного босса, не просчитая, не просчитывая. Нельзя так делать. Конечно. Конечно, все по цели. Что получится? А нет. И помирать на второй фазе, чтобы потом все заново. Если я сейчас помираю, я выхожу. Я не выдержу. Чё, пауки? Жестяные. Вот что это за бредятина? Сейчас... А, уже помер. Нет, до свидания. Сами проходите свою игру, блин. Отвратительно просто. Никакой сохранялки больше нет. 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 Все. Я не могу. И даже пропустить нельзя. Вот если должна быть кнопка пропустить босса. Или типа ты умер много раз, поэтому мы тебе сделаем послабление. О нет, проходи 200 миллиардов раз, пока не это, не умрешь. Проклинаю все на свете. Нет, спасибо. Поиграл в Воре, называется, короче, все. Чё после Вори? Сейчас посмотрю. Сейчас посмотрим. О, я придумал, что после Вори. Как-то не будет никаких глупых боссов, никаких вот этих зверств, издевательств с сохранениями.
только юмор и фигнитень, как я люблю. Ща. Сейчас все будет. Давно, кстати, не запускал. Даже 6 лет как не запускал. Пришло время, думаю, да. Время пришло. О-ло-ло. The end is never, the end is never, the end is never. Категория. Категория. Придется сменить. Потому что Ори, честно говоря, это полная жесть. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he punched buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Stanley. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Стэнли. Нет, не то кит. Стэнли. 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 All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Графу хочется самую максимальную поставить. Это единственное, что у меня, наверное, получится. Так. Низко? Давайте высоко. Посмотрим, на что способен ноут дряхлый. Надеюсь, что сейчас не взорвется. Ой, пожалуйста, не взрывайся. Стэнли. 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 When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Налево.
This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Конечно, полюбуемся. Это легендарно. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Как умиротворяет. Stanley simply stood here, drinking it all in. Блин, в ней реально можно жить в этой комнате. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Конечно, стоило. Там какие-то супер-мега эти... не видно ничего. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Хорошая комната. Давайте посчитаем, сколько стульев. Раз, два, три. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. 7 стульев и 1 диван. О, полезная информация. Что под столом? Лист бумаги, вот это да. Такого не бывало. Секретная кружка-пасхалка, которую не все увидят. Все такие идут, а нет, издалека видно. А вблизи, если ты подержишь вблизи, эта кружка становится кружкой-шпионкой. Все такие, что? Там написано Father. Кто отец? Кто отец там написано? Странно. Почему? Что это значит? Не является ли это спойлером к Звездным войнам? Кофе, орех. Хорошо. Ну здесь какие боссы меня не потревожат в этой комнате? И какие жестяные пауки? Проходимые. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Хорошо. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ладно. Кнопка из порталов. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. День переводить. Что-то супер-мега круто. Какая-то ерунда тут написана. Кто передвинул мой стол? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here, no choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Нужно больше злиться, больше психовать по этому поводу. А то он какой-то спокойный. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it.
Тогда зачем ты его поставил сюда? Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Мои не беспокоятся. Они скажут, ну ладно, то же самое. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Сейчас выйду. Теперь стоит немножко помолчать, и я выйду. Какой прекрасный чувак. Чухан, наверное, называется. Beautiful чувак. Все. Еще, конечно, немного. Потому что чувак столь прекрасен, что нет люксов для описания. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ты забрал его. И за это ты поплатишься. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down?
Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Okay. Парковка. Не сдвигается с места. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Sirius Black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this.
so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Так к чему это вот было последнее? Я не понял, к чему вело. Ну, как бы кажется, типа, глубокомысленный. Но ты так и не понимаешь, в чем суть. Ну, зачем мы сказали про Марию? К чему эта подводка была, что она типа нормальная? Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Пошел, я вот пытался вникнуть во все вот эти намеки. Я решил, что я еще типа не дорос. А теперь я типа в мои бедорос. Я все еще не понимаю. На что идет вот это вот... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. What a beautiful room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Поехали. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. What do we want? What are we looking for? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. No, wait. Where are you going? Oh, no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Давай. Отговаривай. Please, Stanley, think about what you're doing. Думаю. Где комменты? А что если я вот так сделаю? А, так нельзя.
Oh, thank God. You lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? There. See? This is what you want. This is where we can both be happy. We really can. If we stop moving, we just have to stop moving. Так, ну ладно, все. Успокоился после горя. Этого и надо было. Ужас. Горе. Все, спать пора. На этом закончим.